Ну вот такой карантин – это как лакмусовая бумажка на вообще устройство государства. Как реагирует то или иное государство на сложившуюся ситуацию. И вот сколько я смотрю по другим соседним странам и другим вообще странам, мне очень нравится, как голландское государство реагирует. Ну, они хотят сначала своим гражданам помочь. Но как они это делают, пока вызывает большое уважение. И я, например, последние 3 дня вообще никуда не выходила. Именно из-за того, что у меня есть эта возможность выйти. Самое приятное во всей нашей ситуации в Амстердаме, что нам не сказали 100 метров от дома, никто никого не контролирует, никто никого не скручивает. Вот сегодня я сидела как раз на солнышке на детской площадке, проехали мимо меня 2 полицейских на велосипеде. Я даже вот ни одним фибром внутри себя не испугалась этой ситуации. А почему я должна пугаться? Они не должны меня ловить, потому что я не делаю ничего плохого. Ну что, кого интересовал Красный квартал? Почему бы нет? Ну, в общем, разобрались, да? Окна пустые. Никто не ходит из проституток на работу во время карантина. По-моему, логично. И вот еще одна улица, которую тоже можно было бы назвать улицей Красных Фонарей. Я думаю, что всем уже давно известно, что такой конкретной этой улицы нет. Это большой достаточно район. И в первую очередь он жилой и знаменит совершенно другими вещами. Но вот, да, это самая узкая улица. Многие ее посещают, как бы так сказать, уникально. Вот. Но ни у одной из них нет этого названия фонарного. Есть улица просто фонарщиков в других местах. Ух ты, объявления из прошлой жизни. Вот это приятно. Red Light District. Ну, так тоже можно называть. Хотя мы, живущие тут, называем это все валами. Валы. В русский язык это слово перешло без изменения. И точно такой же смысл несет. Аудезяйс Форбургсвал и Аудезяйс Ахтербургвал. Вот в этих местах раньше и был сосредоточен сексуальный бизнес или, да, проституционная индустрия. А вот самый лучший способ самоизоляции. Can I ask you one question? How long it will take? What? All this strange situation, all this... I'm afraid it's more than half a year. Oh. I'm afraid. I don't know. Do you know? No, that's why I'm asking everyone. That's our life. Well, it's life, but it's a horrible life at the moment. Yeah. Well, not now. Yeah, you're enjoying the beautiful weather. Nice boards. Oh, wow, you lucky guys. But in the world. Yes, in the world. Из положительного отмечу то, что это людей сплачивает. Вот говорят сейчас про экономику, что конец настал глобализации, да, вот этому процессу глобализации экономики, зато пошла глобализация людей. То есть начинаешь общаться с теми людьми, с которыми вообще бы, наверное, никогда не пересекся, и интересуешься, как там у вас, а как у вас, а в той стране, а в этой, и как-то мир становится ближе к тебе. А еще я отметила, что можно сэкономить на духах. В смысле? А, ты даже не понимаешь. Ну как, сейчас же расстояние 1,5 метра минимальное от человека. А зачем душиться? Вот это. Это же дорого. Есть такой интересный момент, который я вдруг заметил. Вот когда ты действительно перемещаешься в открытом пространстве, исчезла некая мотивация
или наоборот такие моменты отталкивающие или наоборот притягивающие, которые связаны, скорее всего, с сексуальным восприятием. То есть симпатичная женщина, приятный мужчина, ты перестал уже на это обращать внимание, потому что они перестают это транслировать. Ну, как бы опасаясь излишнего близкого контакта, который мог бы в дальнейшем быть, который в дальнейшем и был целью предыдущую жизнь. Интересно, что будет с нами дальше. Поэтому, видимо, не зря в супермаркетах Lidl написали «покупайте презервативы», чтобы такие, как мы, которые довели этот мир до такого кошмара, больше на этот мир не претендовали. А окончание карантина, я думаю, будет не так, как вот День Победы. Та-дам! 28 апреля, все, открыли двери, можно бегать. То все равно это будет постепенно, то есть какие-то функции будут восстанавливаться, и будет постепенно, наверное, добавляться также вот жизнь, город, как вот мы сегодня видели в субботу. Не создается ощущение, что город вымер. Да я вообще в шоке, потому что очень похоже на обыкновенную субботу стало, когда народ идет на рынок, и мы сейчас идем на рынок. Нам тоже нужно что-то купить. Самое вкусное, самое свежее. Нет, мы идем в зал, там все вкусное, свежее. В зале все вкусно. Слушай, но относительно буднего дня огромная очередь в рыбный магазин. Это наш любимый рыбный магазин, там всегда очень вкусненькое все. Супер много народу. Все аккуратно держат расстояние. Я вижу, что люди вообще не готовы отказываться от своих привычек еженедельных. Идут спокойно на рынок, тусуются, общаются. Солнышко. Почему нет? Пойдем посмотрим, как там на рынке. Какую булочку берем? А вот так купил. Такой вкусный с изюмчиком. 6 en dan 45. Тфир. Передача денег. Да, передача денег очень сложная тут ситуация. Сейчас я вам продемонстрирую, одну секундочку. Почти преступные действия уже, можно сказать. Незаконные. Я? Окей. Тут беда. Человек идет и улыбается, значит человеку хорошо. Тут целая батарея. Хочешь водой помойся, хочешь гигиеническим раствором. Потом можно вытереть руки. Так, что еще? Это еще что-то более сильное. Я хочу вот этим простым. Наверное, вот этим простым. Оп. А, знаешь, что это такое? Это обыкновенное мыло. На это я не рассчитывала, значит, тогда придется водой смывать. Так, возьмем картошку. Да, маленькие, вот сюда вот. Вот такие, а потом я стал вот такие. Да, точно. Ты выросла как картошка. По-голландски говорят, растет как капуста. А ты у нас растешь как картошка, да? Все, хорошо, достаточно.
What do you think? This with corona, with virus and with isolatie and It will take some time. It will take some time. Yeah. Yeah. I wish you all the luck. Yeah. I wish you all luck and keep calm. Thank you. to be rustig. Ja, rustig. Ja, gewoon. Oké. Rustig blijven vertrouwen. Rustig. Ja, dat is mooi. Oké, bedankt. Dankjewel. Dag. Dag. Нужно стоять вот здесь, рядом с этой полоской, и ждать, пока один человек купит рыбу, когда наступит наша очередь покупать рыбу. Что очень хочется рыбы. Ja, het is de laatste salade wat ik heb. Salade, Alleen zalm heb ik nog maar. Ja, doe maar een bakje. Ja? Вкусный салатик. Такой мы еще не пробовали. Do you think it will take long time, all this corona and... My prognose? yes. It will take for the whole year, Oh, really? but for the businesses maybe 2 months. Because if they want to have 60% that's already resistant to it, it's going to take a while. 70 million people here living here, so. Ja. Dat hebben we nog niet geproefd. Gaan we proberen. Thank you. Dankjewel. Dank u wel. Tot volgende week. Yes. Ну, чтобы никто никому не приближался на 1,5 метра, держал дистанцию. Я смотрю, что раньше это соблюдалось намного более строго. Может быть, сегодня по причине субботы, выходного дня. Не очень далеко мы ушли от нашего ребенка. Ой, мамочки, больше, чем на 1,5 метра. Беги, лови. Есть минимум дистанция, а есть максимум дистанция. Интересно, что теперь происходит в галереях разных. Вот это одна из знаменитых была. Естественно, закрыта. Но не все, должен вам сказать. Открытая, это интересная еврейская галерея. Она называется Мокум, от слова маком, слово место. Еврейский Амстердам, место, местечко, где так евреев много раньше жило. Вот. Но тут все совпадает для меня, потому что мне нравится и название, и место на нашем канале. Попробоваться на работника в галерее, чем черт не шутит, где искусствоведу еще притулиться. Вот. Но потом подумала, конечно, об их зарплате, которую они могут предложить стажеру. А теперь, может, об этом снова надо задуматься, а? So you know the gallery a little bit? Yeah, but inside the first time, yeah. So. Oh, okay. You know, it's still nice to see some people. So I think as long as you keep those safety measurements, otherwise it'll take another few months, which I expect. How long it will be? I think it will be months. That's why you open. Well, we can still be open. It's safe. It's quiet on the streets. And of course, you know, we have all the hygienes in place and clean more than often. And keep the distance of 1.5 meters, which is quite easy because the streets are pretty empty. Yes, I think you're very optimistic, but it's very nice that people like you exist. Yeah, stay safe. Thank you. Там рыбу ловят в канале. Пойдем посмотрим. Удочкой поплавают. Вот так это работает. Так ловят рыбу. Там внизу крючок. На него попадается судак. Судачок. Вон, видишь, поплавок желтый? Ну. Так, подрастешь, мы тоже с тобой будем ловить. О.
Ну, пойдешь. Мы всегда нашим туристам говорим, что Амстердам – это маленькая деревня. Вот. А сейчас я действительно почувствовала ритм деревенский. Иду в 6 часов, я специально заметила. И вот когда мы с тобой гуляли, полно-полно-полно народу было на улице. И я иду в 6 часов, уже все сделали покупки и пошли их готовить. Во-первых, да, не все на улице, действительно. Повторяю, Амстердам только с амстердамцами. Это так странно. Хотя есть люди, которые ходят по навигаторам, то есть, ну, может быть, приехали из соседних провинций, из соседних городов. Перемещение, как я уже сказал, никак не закрыто. И даже удобно. И самое прикольное вообще, сейчас покажу. Прямо из окна видно машину. Ну, может быть, в каких-нибудь странах это бывает часто. 8! Ура! Вовремя! Выходи, Сашка. Это очень важная традиция, и хорошо, что мы ее поддерживаем. Что, она останется? Так вот и машинка наша стоит, представляете, прямо под домом. Прямо под домом. Да, парковку можно не искать. Выбирать. Там хочу стать, или здесь. Хлопают, молодцы. К слову сказать, ездил в гараж к своему механику, поменял резину зимнюю на летнюю и покажу. Был очень интересный с ним разговор. Поэтому оставим традицию общения с разными людьми, живущими в этом городе. And what's here? I always had the feeling that when the shit hits the fan, that a guy like me with a shop and can weld, can repair stuff, will keep floating. So time will tell. That's right. What I realized today is that because the people talk about like it's war and the only consolation that we have, that it is not because of a war. I had throat cancer. I felt like I was a soldier in my own fight. But that feeling that you don't know how much time you have, and that uncertainty, that it's the same kind of feeling like... No. Yes, yes, yeah. Same. It's same as a couple of years ago when I had this fight with throat cancer. So, similar. And what do you think till which month it will continue? Perhaps to get the disease under control, perhaps half a year, but at a certain point it will not become the same again, I think. То, что я еще вижу, со стороны наблюдаю, некоторые люди находятся в разных стадиях прохождения карантина. Но первая стадия – это прям вот конкретно. Это значит, когда люди оказались дома, они думают, так, ага, помою дом. Дальше идет там ремонт, что-нибудь подкрасить, подвинтить. Вот, потом там что-нибудь приготовить. Начинают жутко быстро там активно все готовить. И есть, вероятно. Вот. Они еще не находятся в той стадии, когда они потом скажут, о, нет, не могу больше есть. А дальше стадия, может стадия настать апатии, когда думаешь, о, все, конец света. Еще может настать стадия страха,
как бы не заразиться. Стадия гнева. Так когда же это все наконец закончится? Вот. Главное ни на одной из этих стадий не затормаживаться, не зацикливаться. И поэтому вот интересно, напишите в комментариях, пожалуйста, нам, в какой вы стадии находитесь. И какие еще бывают вот из тех, которые я не назвала. Потому что мы тоже, наверное, каких-то не знаем. И в какой мы находимся. Если что-то, какой-то аспект, какой-то объект, какое-то место в Амстердаме вам интересно, особенно как оно сейчас выглядит и что там можно увидеть. Да, кстати, мы можем по заданию. Та-да-дам, та-дам, выезжаем на местность, покажем вам, как себя чувствует то или иное полюбившееся место, что с ним сегодня происходит. Да. Скучаешь ли ты, Алта, по детскому саду? Я скучаю по зайцу. По зайцу? Что, мы не можем пойти в зоопарк и посмотреть зайца? Я зайцу так спросил, не можем мы пойти в зоопарк завтра, когда он откроется, не будет прививок никаких. Тогда мы увидим настоящих зайцев, не плюсовых таких, а настоящих таких простых зайцев. Я хочу, чтобы открылись магазины, чтобы открылся детский сад, чтобы открылись книжные полки, чтобы открылся этот твой самый библиотека, чтобы открылась, чтобы все открылось. И наш дом открылся. И наш дом открылся. Ой, наш дом всегда для вас открыт. Приезжайте в Амстердам. Все дороги ведут к нам. Я вам пищу. Давай. С лампочкой. Хей, хей! Пам-пам. Пам-пам. Пам-пам.